Всем привет! Вы на канале «Куда поедем?». А мы в Казани. Казань – столица Республики Татарстан, бывшая столица Казанского ханства. Город был основан в 1005 году и имеет зарегистрированный бренд «Третья столица России». Главной достопримечательностью Казани является Казанский Кремль с проездной Спасской башней, губернаторским дворцом, где сейчас располагается резиденция главы Республики Татарстан, башней Сюмбике, Благовещенским собором и великолепной мечетью Кул-Шариф. Когда-то на территории Казанского Кремля размещалась многоминаретная мечеть. В 1552 году войска Ивана Грозного осадили Казань. Все было разрушено. В наше время было решено восстановить, точнее построить новую мечеть, и была она названа в честь одного из предводителей обороны Казани, имама Кул-Шарифа. Мечеть называется Кул-Шарифа и является главной мечетью Республики Татарстан и Казани. На территории Казанского Кремля несколько музеев. Один из них – музей исламской культуры, располагается на цокольном этаже мечети. Он дает общее представление об исламе как о мировой религии, а также знакомит с ролью ислама в истории и культуре татарского народа. В музее установлен интерактивный листающийся Коран. Здесь же можно увидеть подарочные издания Корана на разных языках мира. Перед нами один из символов Казани – это башня Сюмбике, названная так в честь правительницы Казанского ханства. Существует несколько легенд, связанных со строительством этой башни. Первая из них – Сюмбике построила ее в честь своего любимого мужа в 1549 году. Вторая версия была построена Иваном Грозным по просьбе Сюмбике. Якобы он хотел на ней жениться. Это такая самая распространенная легенда, которую рассказывают часто туристам. И вот заканчивается это строительство тем, что Сюмбике прыгает с этой башни, потому что она не хочет выходить замуж за Ивана Грозного. На самом деле все было по-другому. Иван Грозный отправил ее в город Касимов, в Рязанскую область, и там она вышла замуж за местного хана и жила, соответственно, до последних своих дней. А сейчас, в 2022 году, в городе Касимове установили памятник Сюмбике. Существует еще и третья версия, что башня появилась на том месте, где находился минарет бывшей мечети. А теперь заглянем в Преображенскую башню Кремля, крутая лестница, которая ведет вверх. Отреставрированная караульная над вторым ярусом используется в качестве смотровой площадки. Какие виды отсюда открываются на все 4 стороны! В небольшом сквере около Благовещенского собора установлен памятник зодчим Казанского Кремля. Две фигуры татарского архитектора русского зодчего олицетворяют две великие культуры. В Спасской башне разместился одноименный музей, посвященный самой башне и фортификации Казанского Кремля. Здесь можно узнать, как башня менялась, как появлялись новые ярусы, знаменитые часы и звезда. Также в экспозиции представлены строительные материалы и вооружения.
не закрывайте глаза. Держите их открытыми. Вы увидите мысли из прошлого, где события масштабны и стремительны. Прошли года, пройден путь, а я, как и прежде, белокаменная. Стою и вижу, как мимо проносятся облака, судьбы, люди. Рядом с Казанским Кремлем памятник татарскому поэту и журналисту Мусе Джалилю. На стене за ним 10 барельефов членов группы Курмашева. Они – участники антифашистской подпольной организации, приговоренные к смертной казни в 1944 году. Перед нами Зеланд – существо из татарской мифологии. С ним очень часто связывают легенды о возникновении Казани, а на сегодня его можно увидеть на гербе города. В здании бывшего Казанского гостиного двора располагается один из крупнейших культурно-исторических музеев Поволжья – Национальный музей Татарстана, основанный в 1894 году. Как можно приехать в Казань и не зайти в Национальный музей Татарстана? Мы так не можем. Пойдемте вовнутрь. Этот музей – главное музейное хранилище республики. Его собрание насчитывает более 945 тысяч единиц хранения. Самая большая коллекция – археологическая, позволяющая познакомиться с древней и средневековой историей региона. Музей хранит памятники мировых цивилизаций, египетские античные коллекции, предметы быта народов Дальнего Востока, Японии, Индии, Китая. Здесь представлена уникальная этнографическая коллекция, национальные костюмы и предметы быта. В Национальном музее Татарстана вы также увидите медали, монеты, бумажные денежные знаки различных государств и эпох, грамоты и свитки 16-18 веков, а также личные архивы деятелей татарской культуры и многое-многое другое. Самым необычным экспонатом музея является карета императрицы Екатерины II, на которой она путешествовала по Казани в 1767 году. Карета впечатляет. Ее длина 6 метров, высота 2 метра 80 сантиметров, а диаметр колес почти 2 метра. Внутри она обтянута бордовым бархатом, а снаружи украшена рисунками на мифологическую тему. Далее залы, посвященные гражданской войне и революции, где представлены техника, оборудование, плакаты и скульптуры того периода. Дедушка Мороз, у тебя не будет мороженого? Ну, очень жарко. Популярным местом отдыха в Казани является Кремлевская набережная. Отсюда открываются панорамные виды и на Кремль, и на Дворцовую площадь. В павильонах разнообразные рестораны, кафе, бары. Все обустроено для прекрасного времяпрепровождения. Вот это здание с огромным деревом называется Дворец земледельцев. Здесь располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
На центральных улицах Казани встречаются интересные архитектурные объекты. В здании старой проломной аптеки находится не только аптека, но и музей, связанный с ее историей. Напротив главного корпуса Казанского Приволжского федерального университета стоит памятник Ульянову гимназисту. Именно сюда Владимир Ильич поступил после гимназии, но был исключен. Яркая достопримечательность Казани – дом Зинаиды Ушковой, построенный в начале 20 века. До 2020 года здесь располагалась главная республиканская библиотека. Сейчас в здание можно попасть только с экскурсией. Два торговых пассажа, стоящие рядом друг с другом, Чернояровский и Александровский, сочетают в себе элементы модерна и необарокко. В историческом центре города располагается главная, одна из самых старейших улиц Казани – улица Баумана. Названа это в честь революционера, выходца из Казани Николая Баумана. А это копия той самой кареты, на которой в 1767 году разъезжала Екатерина II по Казани. Оригинал этой кареты установлен в Национальном музее Республики Татарстан. На улице Баумана установлен памятник казанскому коту. Эти коты были такие особые, бойцовские, ловили очень хорошо мелких грызунов. Они имели большую голову, огромные глазища, усищи, собственно, мы можем видеть по этому памятнику, крепкие передние и задние лапы, шерстка у них была белая или серая. Недаром Екатерина II приказала привезти этих котов в Санкт-Петербург, чтобы они охраняли Эрмитаж от мышей. На улице Баумана вы точно не пройдете мимо Богоявленской колокольни, за которой спрятался храм. Эта колокольня считается самой высокой в Казани, и наверху сейчас смотровая площадка, но о ней позже. Кстати, в этом храме крестили оперного певца Федора Шаляпина, памятник которому установлен рядом. На правом берегу реки Казанки расположился необычный дворец бракосочетания – центр семьи Казан. Он был открыт в 2013 году. Автор проекта – бурятский художник и скульптор Дашин Имдаков. На крыше есть смотровая площадка, откуда город как на ладони. Около центра семьи Казан – пристань, откуда можно отправиться в небольшое речное путешествие на теплоходе и насладиться красивыми видами города с воды. Кстати, в Казани есть метро. Оно состоит всего из одной линии и 11 станций. Все указатели и объявления в казанском метрополитене на 3 языках – татарском, русском и английском. Вечером Казань не спит. Улица Баумана оживает. Уличные музыканты, кафе, рестораны и очень много людей. Последняя любовь, бегут на простынях.
Пересыпая птичек, какие-то пальцы одна. Последняя любовь, плачешь от первый глаз. Ты больше не поверишь никому никогда. Возвращаемся к Богоявленской колокольне. Всего за 150 рублей вы окажетесь на головокружительной смотровой площадке в самом центре Казани. Посмотрите, какой прекрасный вид отсюда открывается. В завершении дня на фоне этого прекрасного заката хотелось бы попрощаться и сказать до новых встреч!